Добрый день, с вами ведьма Графина и мой канал Магия и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе это магия и защита, и наказание, избавление от врагов, откуп от дурной судьбы, от болезни, от смерти, решение, исправление работы других магов. Обо мне вы можете узнать в средствах массовой информации, найти меня в Инстаграме, в ТикТоке. Есть у меня телеграм-канал, в котором публикую более закрытые материалы, которые по причине цензуры не могу публиковать в других местах. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака на неделю 21 по 27 февраля. Вторая половина знаков зодиака, начиная от Девы, заканчивая Водолеем. Помним, что мы каждое утро просыпаемся, потому что мы подчинены ритму Солнца ежедневному. Также по неделям, в зависимости от знака нашего рождения, в нашу жизнь входят внешние силы, события, кометы, планеты, аспекты космические, их излучения влияют на наше настроение, внешние события, наши эмоции, ум, поступки и окружающих нам людей. Что они несут каждому из знаков на эту неделю? Какие-то сюрпризы, может быть, подсказки, открытия, предупреждения. Так, Дева. Что у нас Дева? С чем она входит из предыдущих периодов? Дева находится в приподнятом настроении, строит прекрасные планы. Либо вы чем-то обрадованы, наконец, что что-то вот у вас получилось. Немножко переоцениваете ситуацию, то есть не все, немножко пребываете в иллюзиях, да, что в целом так все прекрасно. По работе вестники мечей, всякие хлопоты, разборки по мелочам, что-то может сломаться, кто-то какие-то возникнут мелкие препятствия для вас. Также это могут быть разборки с людьми, которые что-то неисправно выполняют какие-то обязанности, достают вас, раздражают. Дева знак такой достаточно раздражительный. С трудом проходит собеседование. Также на вас могут наложить какие-то проблемные функции. Что-то вам не хочется какие-то хлопотать за что-то. Придется это делать. По вашему родственнику возникнет какой-то вопрос, который упрется в деньги. Также вы почувствуете себя таким, что ли, столпом, который несет ответственность за всех, приложит ответственность на вас. Либо вы будете просить помощи, но поймете, что вы одиноки в какой-то проблеме. Это может быть любая абсолютно, там какая-то и поломка, что-то, и машина поломалась, что-то надо решить. Нет никакой совершенно поддержки. Что-то делает такое вот окружение, которое молчаливо так реагирует на все. Состояние здоровья. Карта говорит о том, что тут, собственно говоря, и медленное выздоровление по этой карте. Также это может указывать на то, что острый процесс переходит в хронику. Особенно будьте осторожны с разного рода воспалениями. Они могут просто уходить куда-то там. В такое очень легкое, скрытое течение. Вялое. Но в целом по этой карте не означает обычно перерождение, выздоровление, особенно если вы долго болели перед этим. Но для тех, у кого перед этим была какая-то яркая болезнь, кто-то может уйти в скрытую хронику. Следите. Может ощущаться просто вялость на уровне таком. Так, личной жизни суд. Интересная карта. Вы вынашивали долго какие-то решения, планы, что-то обсуждали. Также это может быть уже подписание каких-то очень важных документов для вашей семьи, если вы в браке. Решение о разводе, кстати, может быть. То есть суд это что-то официальное, уже решение, к которому вы подошли, взвешенно, обдуманно.
Ну, если вы там просто живете, это может быть решение о том, чтобы узаконить отношения. Для одиноких это также означает какое-то событие важное, да, которое отзовется как решение вашей личной жизни. Прям что-то, какая-то новый подход или важный итог. Что для одиноких это может и знакомство быть. Так, всадник мечей, однако тут под конец недели всадник мечей, но дело раздражительное всю неделю. Всадник мечей это может быть и человек вот такой вот, который вас просто раздражает. Вот вы изволили. Дева такая, она очень сама любит очень покритиковать, искать проблемы, недостатки, что-то там сверять, замерять. И мужчина, всадник, это событие некое, которое дева встретит, ну, таким вот неприязненным, раздраженным тоном, либо это человек, который вот вас вот так вот еще и критикует деву. Может быть, это также решение в вашей личной жизни, суд этот, который обернется, ну, вот так вот. Дева наконец решила с кем-то встретиться или начать отношения, и моментально натыкаетесь на вот такое вот, что-то такое себе возумнившее существо, всадник мечей. И мужчин это тоже касается, раздражительность. Рыцарь мечей, это весы, это вы сами также. Жесткий, бескомпромиссный, пошел, как говорится, в разброс, в разгон, всех построить, только, по-моему, ни шагу назад. То есть занял оборонительную позицию. Это можете быть вы сами, это может быть ваш король. Кстати, независимо от пола, это может быть ваша ипостась. Такая вот, что все, не уступаю, стою на своем, выгрызаю и так далее. По поводу по работе. Подвисший, зависший, что-то тянете на себе. Это может быть и усталость, это может быть одновременно количество дел и недовольства. Вы можете чувствовать себя какой-то жертвой, которая связана, что у вас слишком много обязательств в этой работе, в этом всем. Так, по вашему социуму, восьмерка мечей. Да, уже такую раздражительность. Тут конкретный конфликт, разборка, разговор очень жесткий, которому вас, ну, как бы подводят, вы уже не можете это все обходить, что ли. То, что уже давно назревало, теперь это выльется вот в такую очень такую перепалку какую-то. Продавливать придется свою позицию где-то тут достаточно жестко. Даже, можно сказать, нападать. Принцесса кубков. Состояние здоровья, кстати, хорошее. Хорошее. Бодрая, даже игривая. Также карта детская. Возможно, зачатие, беременность. Ну, кто его желает, желанное. Выздоровление, улучшение состояния здоровья в любых ситуациях. Даже если вы чем-то серьезно больны, будете чувствовать улучшение. Прекрасно, прекрасно. Ваша личная жизнь. Так, разногласия по материальным вопросам. Также какие-то чисто материальный взгляд на отношения, на какие-то бытовые мелочи. То есть вы подходите, эта карта не про чувства, если вы одинокий. Одинокие весы, это все как-то сразу разваливается на уровне, может быть, какая-то переписка, обсуждение, знакомства, но оно все пропущено через ваши бытовуху, через оценивание, скажем так, какой-то практической жизни. Вот, и тут не про чувство карта, ну что ж, так бывает. Если в семье обсуждение материальных каких-то вопросов, причем с разным мнением о нем. Justice. Несправедливость. Так, справедливость перевернута. Так, весы.
Чувствуют какую-то несправедливость, вас не так назвали, не слушаются вас. Весы к весам не прислушиваются, сказали не то, сделали не то. В общем, весы недовольны. Очень много карт, конечно, таких, где вроде бы весы вы продавливаете. Вам это стоит усилий. Весы не любят также конфликтов, они больше любят зависать в раздумьях, но по итогу какое-то недовольство, что происходит не по-вашему. Ну, так, скорпиончики, скорпиончики, загуляли, перегуляли, перепили, переели. Карта скорее такого отдыха, отполз. Ничего не хочу ни с кем, никого видеть, ничего есть, пить, говорится, уже. Карта называется после. Я ее называю, да, после бала нагулялся. Так хорошо погулял, что хочется уже от всех отползти. По работе. Семерка пентаклей. То, что вы растили, то, что вы вкладывали, то, что вы на этой неделе стараетесь развить, как-то не растет, с трудом, возникают препятствия. Если это собеседование, договоры, переговоры. Ну, причем это по мелочам, оно как бы изначально что-то вот, особенно если какое-то начинание, оно вот идет с трудом, договоренности как-то сразу вас не воспринимают, особенно если в этом замешан какой-то партнер, всякие собеседования. И в основном это вопрос цены, скорее сбивают цену, снижают цену, вот так вот. Облегчение социального окружения, то скорее всего, что вы избавитесь от какого-либо общения, вообще избегать будете, либо откажетесь от какого-то мероприятия и почувствуете облегчение, что вам не надо это делать, скинете на кого-то. Но Скорпион этой неделе не социальный, не хочет ни с кем общаться. Вау, вау, король жезлов, отлично, прекрасно, шикарное состояние здоровья. Может быть какая-то интимная встреча, особенно для женщин. Это карта выздоровления, прилива энергии, да, в любых ситуациях выздоровления. Ну, для мужчин эта карта говорит о таком вот эротическом состоянии повышенном, прекрасном. Для женщин говорит, что вы можете провести время с таким вот мужчиной, очень приятно. Ну, также любые соревнования, любая физическая активность, вы преуспеете в этом. Для спортсменов, для тех, кто хочет побить, идеальная карта. В личной жизни шестерка пентаклей перевернута. Чувствуете себя недооцененным, бедный котик, которого мало гладят, которому мало дарят, которого, может быть, мало замечают вот так. Это может быть для одиноких начало переписки. Вот она как-то затухает, что ли. И интересная какая-то сплетня под конец недели выплывет. Что-то интересненькое такое узнаете. Узнаете, об узнаете. За вашей спиной. Стрелец. Вау, стрельцу деньги, деньги. Вот они деньги, вот они наследство, бумага на какое-то имущество, получение какой-то конкретной суммы денег. Просто деньги. Так, ну работа. Либо вас там просто уже затирают так, что ну дальше некуда. Занижают ваши таланты. Сердечко скорпиона, прям обиженный такой. Также это, возможно, расстройство здоровья, которое мешает вам работать. Посмотрим, совпадет ли оно со здоровьем. Социум, верховная жрица. Если вы не планируете поход к эзотерику, это скорее какая-то мутная, непонятная ситуация. То есть любые сведения, любые встречи, покупки, продажи, вот как-то нежелательно, потому что тут все не так, как вам кажется. Какое-то скрытое обстоятельство есть.
которая очень глубоко лежит. Ну, самое время для посещения эзотерика, да. Углубиться в какие-то тайны, что-то покопать в себе, может быть. Так, состояние здоровья, пониженный иммунитет. Не означает ухудшение состояния здоровья, может также означать мелкие травмы, там палец, нога, рука. Так что тройка мечей, скорее всего, все-таки это моральное такое вот какое-то состояние на работе в вашей личной жизни любовники перевернутые. Ну что такое? Какой-то неудачный, запутанный любовный треугольник. Или у вас два предложения сразу, и вы совершенно не понимаете. Вам надо делать быстрый выбор. Вас как-то подталкивают обстоятельства. Высок риск ошибиться. То есть тут может быть любовная история для одиноких особенно. Также если вы в браке, скорее, что это вас как-то там соблазняют. Как-то толкает на кривой путь. Ну, вот он кто. Вот он кто. Король кубков, какой-то любовник. Любовное приключение. Причем он такой. Пей, гуляй, земля, валяйся. Да, сама сходить налево. Как бы карта говорит, что это для вас чревато. Тут не ходите налево туда, не ходите. Для мужчин это означает скорее родственника, типа попьянствовать, попить чаю, с рюмкой чая поболтать. Ничего серьезного. Ну, также по-прежнему это неблагоприятная карта в плане того, что не садите. Выберите того, кого надо, хорошо подумайте, не садитесь с какого-то там пути своего, если вы семейный стрелец, потому что гульба и не более того. Ненадежный человек, в общем-то, такой. Поболтать, провести время. Наши козероги. Император. Вынуждают вас обстоятельства, также к давлению государственного какого-то чина, работодателя, официального лица. Прям император такой. Тиранизм. Тирания. Всадник жезлов по работе. Беготня. Всякие новые идеи, тудым-сюдым, вы энергичные, хороши собой, прекрасные. Прям похоже на всадника жезл. Также помощь, какой-то помощник, всадник жезл. Если вы проходите собеседование, оно пройдет быстро и удачно, но пока это все на импульсе, да, как что еще пока не ясно. Что всадник вроде позитивный, стоит на ногах, на земле. Ваш социум, восьмерка пентаклей, потребует от вас, кто-то вас пригрузит, что-то делать, что-то, какой-то субботник, как говорится, трудовой порыв, либо потратить деньги, которые вы, станет вам дополнительной нагрузкой. Все весит от социума. Зато состояние здоровья отличное, вы полны сил, надежд, эмоций, эротичные, веселые, можно сказать. Да, для Козерога это прям чудо. Одна из карт зачатия. Маг, личная жизнь, манипулятор, знакомство с манипулятором, если вы женщина. Если вы мужчина, ну это вы сами. Козерог манипулятор еще ого какой. Ну так, разошелся в личной жизни Козерог. Тут и тут. Ну, женщинам знакомство, но это такой парень очень непростой. Хоть он их может быть и хорош собой, и маг это номер один. Помним. О, еще и деньги. Денежки пересчитывать будете. И вроде бы вы будете держать эти деньги в руках, как говорится, пересчитывать, но тут с каким-то изъяном. То есть, простите, это рассчитывали на больше или получили позже, или не то, но все равно это прибыль, всегда это у меня денежная карта. Наши водолеи.
Водолей встречается с человеком, которым окружение, которое вы хорошо знаете, комфортное ощущение, что вокруг свои люди, с которыми можно быть расслабленным, которые вас всегда поддержат эмоционально, морально. По работе неожиданная загрузка подкинут вашей тихо размеренной запланированной работе появятся какие-то новые дела, которыми вас пригрузят. Также это, если это собеседование, вам может озвучить какие-то совершенно другие запросы к вам, то есть работать больше, а денег меньше, вот такое. Внеплановая работа, как говорится. И по вашему социуму, силах, кто-то будет на вас давить, что-то вот пытаться переменить, какие-то усилия. Но пока ничего не происходит, сломить нашего водолея не удастся. Он у нас как воздух, да? Сквозь пальцы прошел, да и все. Состояние здоровья хорошее. Вестник жезлов. Легкое, веселое, хорошее настроение. Заживление всяческих ран, особенно травм. Соревнования. Вы в хорошей физической форме. Быстры, особенно в качестве каких-то бегунов. Быстрее всех, выше всех прыгнуть. Это ваш день. Так, в личной жизни башня может означать какой-то сложный момент, где вы должны будете собраться максимально, либо выстроить преграды какие-то. Также это, кстати, может быть просто поход в казенный дом, оформление чего-то, развода, а может быть и брака, кстати. По башне что-то такое. Срочно, говорится, бежать надо, придется оформлять что-то. Это все-таки собрать, как говорится, собраться с силами, в зависимости от того, какая у вас сейчас ситуация. Если у вас какие-то отношения, то может быть и разборки вообще-то. Либо неожиданное предложение брака. Все-таки это казенный дом, но в какой-то такой ситуации вот критическая прям. О, маг. Ну тут любовная любовь. Маг может быть и вы, водолей. Маг может быть и ваш какой-то... Тут, если вы женщина, особенно одинокая водолей, смотрите, тут может возникнуть такой прям маг. Все, люблю, жить не могу. Все, прям идем завтра в ЗАГС. То есть для вас это может быть и башней, да, таким шоком. Раз, как это? Ну, это также маг, это ваш встреча новая встреча, может быть, если вы одиноки. Если вы не одиноки, это ваш мужчина такой прям маг. Разошелся, а не на шутку, номер один. Будет что-то вот от вас требовать, ставить вам условия. Ну, карта позитивная. Он также много для вас и сделает. Что такая вот бурная любовная жизнь. Мужчинам это вы сами. Вы сами маг. Творите все, что хотите. Почувствовали, что вы главный в этих отношениях. И управляете ими. А с вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты, ссылки на мои соцсети. У меня еще есть Инстаграм, Телеграм-канал, где у меня более закрытые материалы. Также у меня есть ТикТок, Фейсбук. Есть WhatsApp, Viber, где чаще всего я была. Пожалуйста, обращайтесь в письменном виде. Все услуги мои платные. До свидания.